Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это подробный мастер-класс по пошиву вот такого очень интересного лоскутного полотна. Долго тянуть не буду, приступаем. Для пошива нам понадобятся абсолютно любые остатки, обрезки от шитья, подойдут любого размера лоскуты. Единственное, что они все у меня с принтом, а также я выбирала либо яркие, либо светлые оттенки ткани, так как фон у меня темный. Если у вас остатки и обрезки преобладают в темных цветах, то выбирайте просто светлый фон. Далее я буду делать шаблон. Я изначально определялась между этими двумя размерами, так как я хочу, чтобы мои лоскуты были максимально похожи на марки, то в дальнейшем я их и буду так называть – марки. Смотрите, первый вариант я выбирала вот такой, 2 сантиметра на 2, ну практически 3, тут где-то 2,8. Я просто вырезала по клеточкам. Но решила, что это маловатый размер и определилась, что вот этот размер мне подходит больше. Здесь 3,5 на 2 сантиметра. Так как марочек вырезать мне нужно много, то мне нужен шаблон. Проще всего, конечно же, его сделать из картона, просто вырезать, но я люблю пластиковый, потому что я тогда вижу, что я вырезаю и как именно этот принт будет выглядеть у меня в готовой марке. Смотрите, когда шаблон пластиковый, я прикладываю к любому рисунку, располагаю так, как мне больше нравится, и уже по нему вырезаю. А шаблон вырезан из пластиковой упаковки. Далее беру ручку, которая исчезает от горячего, но в принципе это не обязательно. Обвожу свои лоскуты по шаблону. Количество зависит от размера вашего полотна. Итак, я обвела. Можно вырезать сразу ножницами зигзаг, но лично для меня удобнее было сразу вырезать обычными ножницами и только затем обрабатывать ножницами зигзаг. Но, возможно, вам будет удобнее по-другому. Ну, то есть сразу взять ножницы зигзаг и ними вырезать. Смотрите, я вырезала свою марку, которая еще на марку не похожа. Беру ножницы и вот так, смотрите, совмещаю. Просто мне нужно срезать краешек. Вот. И так делаю со всех 4 сторон. Получается все очень ровно, красиво. И также ручка, которой мы делали разметку, срезается. Поэтому никаких дополнительных манипуляций делать не нужно. Кстати, забыла сразу сказать, что все лоскуты, прежде чем приступить с их работой, обязательно нужно отутюжить. Большинство моих тканей это хлопок, так как я больше всего из него шью и у меня больше всего остатков и обрезков, но также здесь есть сатин и разные ненатуральные ткани. Это еще один способ оставить такой, знаете, память в виде вот таких марочек от ткани, из которой вы шили то или иное изделие. Теперь готовим основу. Ткань вот эта с листьями, это у меня ткань изнанки. Я буду пришивать вместе с ней и укладываю я ее лицом к столу. Далее накладываю утеплитель. У меня это Slimtex 250 грамм на квадратный метр. Можно использовать абсолютно любой другой утеплитель. Также синтепон подходит. Но если используете синтепон, то перед работой обязательно его проутюжьте с паром. Для того, чтобы ушел объем, осталась только плотность. Вы видите, что я все это выравниваю, чтобы все было ровно и красиво. Переворачиваю этой тканью вниз, вот так. И на эту сторону я укладываю свой фон, ну, то есть ткань, которая будет служить фоном. В моем случае это черный однотонный хлопок. И обратите внимание, что я его заутюжила пополам в одну сторону и пополам в другую.
Все, конечно же, зависит от размера вашего полотна. Это квадрат, либо же прямоугольник. У меня это прямоугольник, поэтому я его заутюжила таким образом, чтобы видеть центр. Далее от центра вот таким образом начинаю раскладывать свои марки. И поверьте, все будет ровно, красиво. И даже если что-то где-то сдвинется, я вам покажу, как я все выравниваю. Вот так это выглядит. На этом этапе вы проверяете, чтобы не было концентрации одного цвета в каком-то одном месте, чтобы все марки выглядели по-разному, смотрелись по-разному, ну и не было двух одинаковых рядышком друг с другом. Когда убедились, что все хорошо, вам все нравится, нам остается всего лишь один этап — это подобрать еще один слой. Смотрите, я вам для примера покажу три цвета. Это все евросетка или еврофатин, то есть мягкий фатин, но также подойдет и жесткий. Вы видели, что я взяла три цвета, и сейчас я покажу вам разницу. Каким цветом, в зависимости от того, каким цветом вы покроете, будет выглядеть так или иначе. Первый — это белый фатин. Вот так я прикладываю, смотрите. И вы видите, какой будет эффект. Как на меня белый фатин немножко забивает черный фон. Ну, это в принципе логично. Следующий я попробую вот такую бежевую сетку. Она подходит ко многим проектам, но вот, например, смотрите, она лично, как на меня, очень близка к белому, и мне этот эффект не нравится. Но, опять же, это лично мне. Я делаю себе и ориентируюсь только на свои предпочтения. И вот теперь я хочу попробовать черную. Опять же, черный бывает разный. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, я накладываю и точно определяю, что вот этот вариант мне нравится больше всего. Несмотря на то, что мои лоскуты все светлые. Но добавив черную сетку, мне все нравится. Фатин бывает разный. Вот смотрите, у меня два фатина. Один вот этот, который я сегодня буду использовать, и второй тоже фатин, но он более черный. Я не знаю, как это объяснить. Они по плотности одинаковые. Ну, видимо, разные производители. Вот вы видите, да? Один дает легкую, ну, такой вот, он еле-еле, да, несмотря на то, что он черный, но его практически не видно. Он, я бы сказала, даже добавляет яркости, а второй вот прям приглушает. Поэтому обратите внимание на то, какой материал вы хотите использовать. Также бывает еще черный вот такой не фатин, а органза. Ее также можно использовать в таких проектах, но мне абсолютно не нравится эффект от нее. Смотрите, я прикладываю для примера, чтобы вам показать. Я использовать ее не буду. Покрываю полотно фатином и скалываю по периметру, скалываю очень часто, а также очень часто я скалываю первые два ряда, вот прям между каждой маркой. Далее все я буду поправлять по ходу и покажу, как я это делаю. Ничего сложного тут нет. Я возле машинки начинаю шить с первого ряда вот так между первым и вторым. Цель такова, чтобы пройтись строчкой между марочками. Начиная немножко дальше, вот тут длина стежка у меня установлена 3,5 мм. По ходу шитья я убираю булавочки, и также не переживайте, и вы сейчас это видите, что марки, они немного разъезжаются, то есть кажется, что уже там все криво-косо, и так это все прошьется. Нет, не переживайте, прямо сейчас я вам покажу, что я делаю. Когда я вижу, вот смотрите, я тут прохожусь, кстати, следите за тем, чтобы строчка не зацепила марку. И вот я дошла до того момента, когда если я начну делать строчку дальше, да, она у меня затронет марку. Я беру просто булавочку
и поправляю марки. Через сетку это сделать очень легко. Вот так, смотрите. Одну, вторую, ну, то есть по ходу у вас все точно будет ровно, аккуратно и красиво. Я планирую еще одно такое же полотно, но уже марки будут темные, а фон светлый. Там будут немножко нюансы, тоже их покажу. Так, следующую строчку я буду делать вот тут, а здесь у меня установлен вот этот направитель. У бытовых машинках чаще всего он идет в комплекте. Я покупала к промышленной отдельно. В целом это не дефицит. И если у вас его нет, то можно прикладывать просто линеечку. У меня такое видео есть, где я прикладывала линейку к строчке и, ориентируясь на линейку, прокладывала строчку. Если вы не видели это видео и не поняли, о чем я говорю, то ссылку на то видео я оставлю в описании под этим видео. Кому интересно, переходите и смотрите. Ну, а я продолжаю делать вторую строчку. Тут все точно так же убираю по ходу шитья булавки. И также по ходу шитья, смотрите, главное, как я уже сказала, не пришить эту марочку. Если вы ее не пришили, то двигается она прекрасно. И вот так продолжаю, прошиваю полностью все ряды. Вот так выглядит полотно, прошито полностью в одну сторону. Вот так. Если марочки, опять же, на этом этапе неровны, не переживайте, мы точно таким же образом сейчас по ходу шитья их поправим. И я уже возле машинки продолжаю делать все точно так же. Только здесь уже, так как марка, она же не квадратная, она прямоугольная, то расстояние от строчки до строчки у меня уже больше. Фиксирую этот направитель. И также прошиваю и точно так же поправляю марочки, если вижу, что они не по центру. То есть, что я буду прошивать, и они мне будут мешать. Все так продолжаю до конца полотна. Вот так выглядит полотно после того, как я сделала стежку. По горизонтали здесь 16 марочек, а по вертикали 12. Вот так выглядит изнанка. И, конечно же, такое полотно можно использовать в абсолютно любом изделии. Это может быть и сумка, и подушка, все что угодно. У меня это будет такое двойное назначение. Мне нужно просто окантовать. И, конечно же, покажу применение, но покажу размеры, потому что каждый будет ориентироваться на то, что он будет шить. Понятно, что, например, если это большой шопер, то да, такой размер тоже может ему пригодиться, но кто-то захочет взять маленькую сумочку или подушку, ну, как бы у каждого свои, да. Я показываю свои размеры 43. Ну и вот от марки до марки я показываю на 48 сантиметров. Я брала с запасом, ну, потому что все как я люблю. Лучше срезать лишнее, нежели потом не хватит. Я сделала строчку вот так по краю. Для того, чтобы стежка не распускалась и край был ровный, удобнее было с ним работать, то строчку по краю делать обязательно. И все, мне остается только окантовать. Для окантовки я выкроила полоску ткани, это не косая бейка, 5 сантиметров. Косая бейка мне здесь абсолютно не нужна, так как у меня нет скруглений, нет круглых деталей, поэтому ровные углы мы делаем обычной просто полоской ткани. Пришиваю по кругу вот так. Кто не знает, как делать окантовку, у меня есть отдельное подробное видео, где я показываю, как пришивать на обратной стороне вручную потайным стежком, очень красиво, так же как оформляю уголки. И на этом полотно мое полностью
Готово. Нет, не зря вы сейчас видите швейную машинку, а все потому, что изделие, которое мы только что шили, будет служить накидкой. Внимание, это не чехол, это накидка на мою швейную машинку по ее размерам. Смотрите, вот тут у меня все очень четко, потому что я покажу, как она у меня стоит, и вы поймете, у меня есть чехол на нее, но он мне не нужен. Мне нужна была именно вот такая накидка. Если бы я хотела ее сделать больше или же сделать ее чехлом, я бы это обязательно сделала. Но у меня была задача. Мне нужна была накидка, причем, как вы понимаете, красивая накидка, которая бы служила временным укрытием от пыли, а также при нужде ковриком под эту же машинку. Вот так эта машинка стоит у меня стационарно, когда я на ней не шью, то есть просто на комоде. Вы видите, что места максимально мало, особенно с этой стороны. И поэтому чехол здесь просто не влазит. Другого места, к сожалению, пока для нее нет. Поэтому здесь она будет стоять. Когда мне нужно, я ее беру, переставляю и шью. Поэтому всем моим предпочтениям, желаниям, потребностям этот коврик-накидка соответствует. Поэтому результатом я очень довольна, мне нравится и как это выглядит, и как это для меня практично. Но на этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.